Глава 129. Ваше Высочество Циин. Ваше Высочество. Вы слушаете, Селянь помахал рукой перед лицом Цюаньчжэня. Тот, кажется, только что погрузился в свои мысли и лишь сейчас вернулся обратно. А, видимо, он не слушал. Селяню неловко было его упрекать. Принц сказал: «Выходит, наша задача первостепенной важности — отыскать это парчевое одеяние». А его истинная форма, Цюаньчжэнь отозвался, окровавленная одежда, похожая на холщовый мешок без рукавов и ворота. Селянь улыбнулся: «Ну вот, вы же все знаете. Я-то думал, вы не читали свиток». Однако, поскольку это демоническое одеяние, оно обладает удивительным свойством менять свой вид. В мире столько разнообразных одежд. Искать всего одну среди них — все равно, что ловить иглу, упавшую в море. И что же нам делать? Нечисть, заполучившая в свои руки это одеяние, обыкновенно оборачивается торговцем, который в местах скопления людей расспрашивает, не желает ли кто купить или обменять новую одежду на старую. Но это было несколько сотен лет назад, а если кто станет так поступать теперь, непременно навлечет подозрения. И тем не менее их привычки и образ мыслей не так просто поддаются изменениям. В общем, предлагаю сначала отправиться в город и обратить внимание на разговоры о чем-то подобном. В таких вещах демоны осведомлены больше, чем люди, да и сведения в их мире распространяются быстрее и проще. Иными словами, пожелай принц напрямую спросить Хуачена, это немало убавило бы им хлопот. Но совсем недавно Селянь сказал ему, что пока видеться не стоит. И если теперь, выдвинув такую просьбу, сам пойдет на попятную, выглядеть это будет не слишком хорошо. К тому же божество парчевых одежд только что было похищено, и похититель наверняка не осмелится сразу же вредить кому-то с его помощью. Цюаньчжэнь кивнул и поднялся, сделав 2 шага за принцем. Селянь же почувствовал, что Илан Ин пошел за ними, поэтому сказал: «Тебе лучше остаться». Лан Ин помотал головой, но Селянь не успел сказать ни слова, как вдруг услышал позади грохот, кто-то снова упал. Принц рывком обернулся. «Что с вами?» Пурпурный цвет вновь залил лицо Цюаньчжэня. Он некоторое время держался, но все же не выдержал, встал на четвереньки, и с громким звуком все содержимое его желудка оказалось на полу. Тошнота отступила, и Цюаньчжэнь снова перевернулся лицом наверх. Казалось, его душа сейчас вылетит из тела через рот. Селянь спросил: «Циин, вы еще можете идти?» Цюаньчжэнь, распластавшись на полу, ответил: «Я думаю, что нет». Ничего не поделаешь, Селяню пришлось оттащить потерявшего боеспособность Цюаньчжэня в сторону и накрыть одеялом, чтобы тот пришел в себя. Только на следующий день юноша стал выглядеть получше. Селянь не решился больше давать ему есть что попало, сходил в дом старосты и попросил немного жидкой каши на 2 человек. Цюаньчжэнь сидел на месте, которое обычно занимал Хуачен, и почему-то Лан Ин все время таращился на него, как будто относился не слишком дружелюбно. Селянь поставил перед ними чашки с кашей и, не задумываясь, бросил: «Сань Лан». 2 немедленно воззрились на него. Селянь остолбенел, наконец сам понял, что сказал, кашлянул и проговорил: «Ничего, продолжайте». Покуда 2 сидели за столом для подношений и пили кашу, Селянь взял топор и вышел за дверь. За рубкой дров принц воскресил в памяти детали, указанные в свитке. Божество парчевых одежд хранилось в одном из дворцов Шэнью, который защищен сильнейшими печатями. Кроме того, сам дворец строго охраняется, охраны там что облаков на небе, и простое беспокойство, охватившее всех демонов, пожалуй, не могло заставить тварь сбежать саму по себе. Наверняка кто-то улучил момент, чтобы украсть одеяние в создавшейся суматохе. Обычно дрова рубил Хуачен, и теперь, когда пришлось делать это самому, принцу почему-то показалось, что он рубит не так хорошо, как Хуачен. Цюаньчжэнь, чье состояние по-прежнему оставляло желать лучшего, выпил немного каши и вновь завалился спать в монастыре водных каштанов. Лан Ин же вышел на улицу, видимо, чтобы помочь рубить дрова, но Селянь сказал ему: «Не нужно». «Сань». «Лан Ин, я согрею воды, чтобы ты помылся».
Принц вспомнил, что Лан Ин, кажется, уже давно не мылся. На самом деле демоны не покрывались потом и жирной грязью, но все же, когда целыми днями шатались на улице, пыли к ним липло немало. Конечно, прямо указывать на это не стоило, дабы не задеть чьи-нибудь самолюбие. Лан Ин, кажется, удивился, но не успел вставить и слова, когда селянь уже понес дрова в дом, чтобы согреть воды. «Вчера я сдал рухлядь в поселке, купил тебе пару осенних одежек. Как помоешься, примерь, впору ли они?» Лан Ин как раз надел на себя новое, а услышав селяня, не говоря ни слова, развернулся и направился прочь. Селянь остановил его и серьезным тоном произнес: «Не уходи. Помыться нужно обязательно. Не волнуйся, я не стану снимать повязки с твоего лица». Но Лан Ин по-прежнему стоял на своем и молча вышел рубить дрова, не желая заходить в дом. Селянь не мог его заставлять, пришлось самому собрать дрова в кучу, согреть воды и начать раздеваться. Жаёк круг за кругом соскользнула с его груди, когда Лан Ин снова зашел в дом с охапкой дров. Увидев принца по пояс голым, юноша вмиг округлил глаза. Селянь же потрогал воду рукой, решил, что температура как раз подходящая, и залез в бочку прямо в штанах. Увидев юношу, принц сказал: «А ты как раз вовремя. Передай мне, пожалуйста, свиток, он под моей шляпой на стене». Но Лан Ин не только не подошел, но даже наоборот, попятился за дверь и с громким стуком захлопнул ее за собой. Селянь ничего не понял. Но не прошло и минуты, как юноша, словно о чем-то вспомнил, вновь открыл дверь сильным пинком. Селянь всполошился: «Не пинай эту дверь». Но Лан Ин, даже искоса не взглянув на принца, направился прямо в дом, схватил за шиворот лежащего в мертвецкой позе Цуань Ичжэня и поволок наружу. Видимо, тот спал очень глубоко, и только какое-нибудь мощное землетрясение могло бы его разбудить. По дороге за дверь он ни разу не пришел в себя. Селянь, не зная, плакать ему или смеяться, воскликнул вслед: «Что ты делаешь?» «Ничего страшного, я ведь не девица». «Заходи». В отсутствие Хуачена принц не раз принимал водные процедуры в монастыре. Ведь помещение действительно слишком маленькое, условия здесь не отличались роскошью, и помыться в чане с водой уже неплохо. Здесь не было бассейна длиной в 10 чжанов, отгороженного ширмой, в котором принц мог бы в свое удовольствие плескаться и даже кататься на лодке. При этом, случайно ли, нет ли, селянь никогда не омывался в присутствии Хуачена. Однако теперь рядом был вовсе не Хуачен, а другой человек, поэтому принц не видел ничего плохого. Лан Ин отвернул Цуань Ичжэня от принца и забросал горой какой-то одежды. Сам же, опустив голову, передал селяню свиток, который тот просил, и уселся в углу. Селянь развернул свиток и принялся внимательно изучать написанное, между делом распустив волосы. От горячего пара лицо принца чуть порозовело, длинные волосы и ресницы стали более яркими и влажными. Вскоре принц нащупал на груди тонкую серебряную цепочку с алмазным кольцом. Селянь взял кольцо в ладонь и слегка сжал пальцы. Как вдруг боковым зрением заметил на краю стола для подношений маленький цветок. Принц машинально взял цветок и вгляделся в него. Селяню все казалось, что туман, царящий в голове, похож на горячий пар перед глазами, стоит только взмахнуть рукой, и дымка рассеется. Внезапно снаружи раздался стук. Этот звук привел селяня в чувство. Принц положил цветок на стол и вознамерился спросить, кто там, но тут же понял, что стучат не в монастырь, а в дверь дома старосты деревни по соседству. Следом послышался очаровательный девичий голос: «Есть кто-нибудь дома?» «Меняю старое на новое, меняю старое на новое. У меня есть совершенно новое платье, но мне оно не пригодилось, хочу обменять на понравившиеся старые одежды. Хозяева согласны ли обменяться?» «Есть кто-нибудь дома?» Искать не пришлось, тварь сама пожаловала на порог. Гостья продолжала стучаться в каждый дом, но никто не вышел, чтобы ей открыть. И не мудрено, в дни, свободные от сбора мусора, селянь проводил в деревне водных каштанов лекции, рассказывал всем матушкам, бабушкам, тетушкам сотни хитростей,
которым прибегает нечисть. Никто из жителей деревни ни за что не удостоит вниманием такого, совершенно очевидно непростого, незваного гостя, явившегося посреди ночи. Теперь людей провести стало не так просто, как в древности. Тварь прошлась по всем домам, так и не добилась к себе внимания, и, наконец, оказалась возле монастыря водных каштанов. Селянь задержал дыхание в сосредоточенном ожидании. Но только нечисть даже в дверь стучать не стала, почувствовала, что это не то место, куда ей следовало являться, тихо ойкнула и, судя по шагам, направилась прочь. Селянь сразу же воскликнул: «Постой! Я хочу обменяться!» Затем прошептал Лан Ину: «Скорее открой дверь, не бойся, все в порядке». Лан Ин совсем не выглядел напуганным, сразу подошел и отворил дверь. Снаружи показалась молодая девушка, очаровательная и грациозная, и даже по нижней половине лица становилось ясно, что это обладательница привлекательной внешности. Однако на голову девушка надела платок, который закрывал верхнюю часть облика. Казалось, у нее нет глаз, отчего становилось немного не по себе. Девушка заглянула в дом и, прикрывая рот, засмеялась. «Да, Ачан, какую старую одежду ты хочешь обменять на мое новое платье?» Селянь до сих пор не вылез из чана с водой, чтобы ослабить ее бдительность. «Тут нужно взглянуть, что за новое платье ты предлагаешь», — с улыбкой ответил он. Девушка вытянула руку, легко тряхнула, и из дорожного узла выпало сверкающее парчевое одеяние, потрясающее великолепием. Вот только по фасону выглядело немного устаревшим, а еще сверху до низу так и источило демоническую ци. Селянь восхитился: «Прекрасное, прекрасное платье! Лан Ин, дай девушке одежду, которую я принес из поселка». Лан Ин одной рукой взял одежду и протянул гостье. Девушка отдала им новое платье, хихикнула, взяла старые одежды и уже развернулась, чтобы уйти, но вдруг переменилась в лице, будто что-то ужалило ее в руку. Громко вскрикнув, девушка бросила вымененные одежды на землю. В холщовых тканях свернулась кольцами жайо. Неизвестно, в какой момент лента заползла внутрь, но теперь высунулась из ворота, словно ослепительно-белая ядовитая змея, которая с шипением высовывала язык в сторону девушки. Да только девушка оказалась и не девушкой вовсе. Когда жайо внезапно напала, как она вскрикнула, как подпрыгнула, так и свалился платок с ее головы. Нижняя часть лица поражала несравненным очарованием, тогда как верхняя потрясала обилием морщин и старостью, контраст вышел весьма жуткий. Какая же это девушка? Ясно ведь, что перед ними старушка преклонных лет.